Вы на канале у Натальи Соболев «Израиль». Сегодня я нахожусь в кибуце Ягур, недалеко от Хайфы, 11 километров, Израиль. Привлек мое внимание магазин «Аквариум». При входе установлен прудик с рыбками. Немного расскажу про рыбок и загадаю две загадки. А что я вам покажу? В магазине находится необыкновенной красоты аквариум с морской водой, с кораллами, с цветными рыбками. Такой аквариум я видела в обсерватории города Элат, Израиль, которая расположена на коралловом берегу Красного моря. О, что мы здесь видим? Кораллы! Это скелет колонии живых организмов, которые называются коралловыми полипами. Кораллы – это беспозвоночные животные. Коралловые полипы размножаются почкованием, а также при помощи полового размножения. Личинки некоторое время плавают в воде, затем оседают на дно, где проводят оставшуюся часть жизни. Чтобы расти, питаются кораллы, как правило, планктоном, поглощая его вместе с морской водой. Но некоторые виды способны проглотить мелких ракообразных и даже рыб. Кораллы растут и в аквариуме. Здесь для них создают специальные условия. Это опасная рыбка, голубой хирург. На хвосте находятся шипы, острые как скальпель. Встреча с этой рыбкой в море может быть опасна для дайверов. Она ведет активный образ жизни не ночью, а днем и может нападать на людей. А это актинии или анимоны из класса коралловых полипов, морских стрекающихся. Их щупальца, как известно, вооружены стрекательными нитями и представляют смертельную опасность для любой небольшой рыбки. Рыбки-клоуны или амфиприоны не боятся актиний. Их еще называют рыбка Немо. Только здесь они находят укрытие от врагов. Рыбы-клоуны – все молодые особи – самцы, однако в течение жизни рыба меняет пол. Амфиприоны, рыбы-клоуны – гермафродиты, однако образуют пару на всю жизнь. В случае гибели самки ее место занимает самец, который изменяет пол. Китайский карась или золотая рыбка. В соленой воде такие рыбки жить не могут, только в пресной. При правильном уходе могут прожить до 35 лет. Многие рыбки отличаются плохим зрением, но только не эти. Они способны различать цвета. Существует 300 видов разновидностей. Они ценятся за свою красоту, а также неприхотливы, за ними легко ухаживать. Золотые рыбки способны прожить без еды 2-3 недели. Любят рыбки солнечный свет, иначе могут выцветать. Нужны специальные лампы. Золотая рыбка может вырасти до 58 сантиметров в длину, а весить 3 килограмма, хотя это бывает очень редко. В Китае золотая рыбка является символом удачи. Это стайка полосатых рыбок, барбус суматранский. Очень активные и веселые рыбки. Продолжительность жизни 3-4 года. Интересная особенность этих рыбок. Во время сна они зависают вниз головой. А во время нереста самец активно преследует самку и небольшими ударами головы выбивает из нее икринки, которые затем оплодотворяет. Меченосцы. Не перепутать ни с одной рыбкой. Визитной карточкой является удлиненный хвостовой плавник, напоминающий меч. Меченосцы живут 5 лет. Часто самцы гоняют самок в брачный период. Можно сказать, нагло пристают. В процессе ухаживания за самкой самец исполняет своеобразный брачный танец. Движение вперед-назад, назад-вперед. Это живородящие рыбки. У них сразу появляются мальки. Межкожаберный сом – активный хищник, да еще ядовитый. Яд содержится в мешочках у основания грудных шипов. Укус очень болезненный,
напоминает укус пчелы. Вместо легких 2 больших мешка, от жабр до самого хвоста. А когда сом попадает на сушу, вода в мешках позволяет ему выжить в течение нескольких часов. Сом живет около 7 лет. Аквариумные раки – десятиногие обитатели аквариума. Раки холодноводные, поэтому придется задумываться о том, как охлаждать воду в аквариуме, чтобы температура была комфортной для них. У вас никогда не возникнет проблем с кормлением рака. Эти животные всеядны. Они являются санитарами аквариума, ведь способны поедать любой корм. Прекрасно раки уживаются с рыбками, но большинство видов несовместимы с живыми растениями. Они срезают их и выкапывают. Если вы все же решили посадить растения, то лучше всего подойдут плавающие виды. Раки живут 5-7 лет. А сейчас, мои дорогие, викторина «Кто первый?» и первая загадка про рака. Неизвестно в какой драке потерял клешню рак. И вот первая загадка. Кто напишет первый правильный ответ, у того я посмотрю 5 видео подряд. И хоть этот рак без клешни, почему этого рака купят? Что мне сказал продавец? И вовсе не из-за жалости. Пишите свои ответы в комментарии под видео. Заканчиваю свой обзор и любуюсь кораллами. Кораллы – это не растения, это животные. Их близкими родственниками являются медузы. Во многих странах запрещено вывозить кораллы. А дайверам надо быть осторожным. Опасность представляют их шипы с ядом. Поэтому стоит быть очень внимательным, исследуя коралловые рифы. И пытаясь забрать кусочек коралла на память, помимо острой боли и головокружения, вызванных ядом, в теле могут застрять фрагменты шипов этих обитателей рифов. Яд кораллов не токсичен, не опасен для человека, он вызывает разве только крапивный зуд. Более опасны царапины и порезы. Края колоний, подчас острые, как бритва, наносят ныряльщику довольно глубокие раны, которые могут послужить источником вторичной инфекции. За вывоз одного кусочка коралла из Египта полагается штраф $1000. Это ввели для того, чтобы туристы не ломали живой риф, ведь 3-сантиметровая веточка – это несколько лет жизни коралла. А сейчас, мои дорогие, прошу внимания, вторая загадка викторины «Кто первый?». Кто отгадает загадку, у того я посмотрю 5 видео подряд. Перед вами оригинальный подарок. С днем рождения! Надпись на английском «Я люблю тебя». Это если смотреть с одной стороны. А если этот предмет развернуть и посмотреть с другой стороны, то будет написано имя. Вот это имя вы и должны отгадать. Отгадываем женское имя. Все ответы пишите в комментарии под видео. Напоминаю, что первая загадка была про рака, а вторая про женское имя. Я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до новой встречи.